Бывают ситуации, когда у клиентов сроки оплаты длинные, а у поставщиков короткие. Используйте овердрафт от Тинькофф Бизнес и продолжайте работу. Тинькофф Бизнес, и дело делается. Всем привет, с вами Ксюша, и сейчас я ощущаю, что качество моей жизни улучшилось. Дело в том, что я расхламила свою квартиру и избавилась более чем от 150 вещей. Я смотрю вокруг, и у меня просто радуются глаза. Я это делала в несколько присестов, потому что, согласитесь, не у каждого есть время, чтобы выделить 1, 2 или 3 полных дня и сидеть и убираться. Поэтому в течение 5 дней мне удалось расхламить свою квартиру. Но давайте обо всем по порядку. Первый день я решила начать с уборки в рабочей зоне, книжной полки, ящика для рабочего стола, а также корзинку у дивана, где у нас хранятся разные важные вещи. Так как в этой корзинке в основном хранится все нужное и чем мы пользуемся, я думала, что здесь я не избавлюсь ни от чего. Но на самом деле, когда начинаешь перебирать вещи, то все равно что-то да находится. Что-то из этого хранится просто по привычке, а что-то перестало быть нужным и хранится здесь месяцами, годами. Например, коробки от мелкой бытовой техники, которые нам нужны только первое время, пока действует гарантия. Ну и далее они продолжают бесполезно лежать, потому что мы о них забываем, поэтому я решила избавиться от всех ненужных коробок, лежащих просто так. Таким образом, из корзинки у меня получилось 9 вещей на продажу, которыми я уже не пользовалась, но которые были в хорошем состоянии. Далее я приступила к книжной полке, и я придерживалась такой системы, что я беру книгу в руки и спрашиваю себя, хочу ли я ее прочитать или перечитать в ближайшее время. Представляю ли я такой момент, и если ответ оказывался отрицательным, то я откладывала ее в сторону. Также я старалась не ностальгировать по временам, когда я читала эту книгу, какие чувства я испытывала, так как такая ностальгия очень мешает расхламлению, и оно может растянуться на долгое время. И это я знаю не понаслышке, а говорю из своего прошлого опыта. На самом деле, при расхламлении в любой категории мне очень помогает взять в руки вещь и отдаться эмоциям, подумать, нравится ли мне эта вещь, хочу ли я ее носить, хочу ли я ее использовать. То есть именно на эмоциональном уровне как бы тянется ли у вас рука к этой вещи. Потому что если включить логику, если включить разум, то она сразу же нами завладеет, и мы оставим эту вещь, и она будет храниться у нас там из года в год просто на полочке. И здесь можно понять логику, что да, какие-то важные вещи нам действительно могут потом пригодиться. Но если рассматривать это именно с точки зрения расхламления, то я хочу привести такой пример. Вы купили книгу, и она у вас лежит 1 год, 2 года, и вы ее до сих пор не прочитали. Вы думаете, что ой, ну когда-нибудь прочитаю, ну зачем избавляться от непрочитанной книги? Но на самом деле уж лучше вы прямо сейчас отдадите ее, например, подруге, продадите, там, просто подарите кому-то, потому что такая вещь, она легко заменяема, то есть если спустя время вы действительно захотите ее прочитать, то вы найдете ее в магазине, в БУ варианте, в электронном варианте, поэтому подумайте, а нужно ли, чтобы вам в данный момент времени вот много разных вещей просто так у вас лежали, и вы ими не пользовались. Вот такой книжный стеллаж у меня получился, и при этом все книги поместились на одной полке. И на самом деле мне кажется, что где-то дома еще должны быть книги. И я надеюсь, что при этом расхламлении мне удастся их найти, потому что я уже и не помню даже, где они лежат. А вот эти книги я буду либо продавать, либо у меня есть идея отправить их кому-то из зрителей. И скорее всего в своем Telegram я сделаю отдельный пост об этом. Ящик рабочего стола хоть и маленький, но такое чувство, что он как сумочка Гермионы Грейнджер, потому что сюда помещается все. Здесь постоянно бардак, и можно найти самые неожиданные вещи. Чаще всего у меня здесь запутанные провода, которые я не знаю, как хранить иначе, потому что они мне всегда нужны в быстром доступе и каждый день. Поэтому я просто смирилась и на данный момент стараюсь чаще прибирать рабочий стол и конкретно эти провода. Staring at a map where I can't read the legend. I question every
Вот так стало выглядеть после уборки. Единственное, эти провода меня до сих пор немного беспокоят, поэтому если вы знаете способ, как их хранить удобно в быстром доступе, то буду рада вашим подсказкам. Итого получилось избавиться от 5 вещей, плюс колпачки и другой мелкий мусор, который я уже убрала. И я решила пореже брать вещи, которые даются в подарок, в основном в магазинах, так как изначально они мне не нужны были и далее просто лежат. Планшет я передам маме, и она с радостью будет им пользоваться, поэтому он не будет лежать и просто так пылиться. За первый день мне удалось избавиться от 22 крупных вещей, которые пойдут на продажу и переработку, плюс мелкий мусор, которого было примерно штук 10. На второй день у меня было мало времени, поэтому я решила расхламить маленькую, но очень важную зону, до которой обычно не доходят руки. А скорее наоборот, здесь находится эпицентр скопления вещей, и когда мы не знаем, куда что-то положить, мы кладем это сюда. И сейчас я говорю о небольшом закуточке, который находится в прихожей перед дверью. Помимо остальных вещей, здесь оказалась коробка от блендера, который был куплен совсем недавно, поэтому пока что я не могла избавиться от нее. Но я нашла выход и решила поместить сюда мелкие, но нужные вещи, то есть эта коробка будет не впустую занимать место, а служить небольшим ящиком для хранения. Я была очень рада разобрать эту часть нашей квартиры, потому что здесь практически 90% вещей подлежали продаже, переработке и избавлению. И, конечно же, при уборке я нашла пару мышат, которые Нокс разбрасывает во все уголки нашей квартиры. Также долгое время у меня здесь хранились искусственные цветы, но за последнее время я обратила внимание, что они стали лишь пылесборником, а не функциональной вещью, которую я использую. Поэтому было принято решение их продать сразу все вместе вот таким вот букетиком. В итоге я осталась очень довольна результатом, и у нас здесь осталось всего пару нужных коробок с вещами, настольная игра и коробка от блендера, куда я уже сложила разную мелочевку. Таким образом, за первые 2 дня я избавилась от 53 вещей. Третий день расхламления был один из самых масштабных, потому что я убиралась в зоне кухни, где были не только кухонные принадлежности, продукты, но и другие вещи, которые хранились в ящиках и на ящиках. И, кстати, небольшой совет от меня. Я заметила, что во время расхламления лучше ничего не включать на фоне. Ни сериал, ни фильм, максимум какая-то музыка, и то даже она может отвлекать и растягивать процесс. Тем самым вы потратите больше времени и сил на расхламление, и это может растянуться на большее количество часов, дней. Поэтому я стараюсь делать все в тишине и концентрироваться на процессе, делая его максимально эффективным. В первом ящике было, как всегда, много коробок от каких-либо вещей. Также там была памятная бутылка от вина, которую я привозила из Франции. Мне ее было жалко утилизировать, но я осознала, что не всегда стоит хранить вещи и привязываться именно к вещам, чтобы вспомнить о своем путешествии, ведь иногда достаточно ярких воспоминаний, историй, фотографий. Ящики, в которых хранится растительное масло, сиропы, различные сухие продукты, я перебрала и проверила по сроку годности. Также я решила убрать то, что мы совсем не едим, потому что нам не понравилось по вкусу или по качеству, но тем не менее мы продолжали это оставлять на своих полочках. Часть я решила утилизировать, а то, что было хорошего качества, передать родственникам, которым эти продукты по вкусу. В одном из ящиков у нас хранятся документы и квитанции, но мы что-то давно их не перебирали, поэтому я позвала Лёшу, и мы вместе проверили все документы. От многого мы избавились, потому что, как оказалось, очень многие документы были уже не актуальны. И, кстати, я даже нашла вот такую милую бумажку. Это карточка пациента, а точнее говоря, нашей кошки Ноксика. И еще одна мысль по поводу расхламления и по поводу вещей в целом, это то, что вещи, они как бы должны жить, они должны использоваться, и поэтому если в вашем доме они потеряли смысл, они никак не функционируют, то лучше всего передать их кому-то, ведь кто-то, возможно, мечтает об этой вещи, кто-то нуждается в ней, и таким образом вещь продолжит дарить людям эмоции, вещь продолжит жить. Конечно, немного звучит по-философски, но я думаю, вы понимаете, что я имею в виду.
Итог за день уборки на кухне – это 64 вещи, большая часть из которых – это картон, пластик, стекло, которые пойдут на переработку. На 4-й день расхламления я разбирала гардероб с одеждой, а также коробки, которые находились сверху и снизу. Честно говоря, я уже немного подустала, поэтому была рада Лешиной поддержке в виде вкусняшек. Спасибо. Вкусно! Но энтузиазм закончить это дело было сильнее, чем моя усталость, поэтому я продолжала. Каждую вещь из своего гардероба я разглядывала, и если были сомнения, то брала в руки или примеряла на себе. И я отслеживала, какие мои ощущения, нравится ли мне эта вещь, испытываю ли я от нее пользу, когда последний раз надевала. И если ответ был отрицательный, и я ее не носила уже больше года, то я решила от нее избавляться. Но все-таки большая часть гардероба у меня остается, так как я перебираю его достаточно часто и оставляю все самое нужное и носибельное. При этом вещей у меня действительно мало, и я хотела бы обновить гардероб, добавить какие-то новые, удобные, стильные элементы. Поэтому пишите в комментариях, если вам будет интересно посмотреть такое видео с обновками на холодное время года. Внизу под одеждой скопились разные коробки, пакеты, и, как оказалось, в основном это были ненужные вещи, от которых я с радостью избавлялась. Но также я там нашла и нужные вещи, это как раз-таки те самые книги, которые были потеряны. Несколько из них я выставила на продажу, а парочку оставила себе в коллекцию. На 5-й день я расхламляла прихожую. В основном это была верхняя одежда, головные уборы, но так как зимнюю одежду я увезла к родителям, потому что у нас ее просто негде было хранить, то я разбирала только осеннюю одежду и одежду на межсезонье. И я была очень рада, что хотя бы в этой категории вещей я практически ничего не продаю, потому что каждая вещь была качественная и то, что я носила каждый день. Единственное, я долго думала, оставлять ли эту старую куртку, так как со временем у нее потемнела молния, но после примерки я поняла, что хочу ее носить и дать ей второй шанс. Такой вот выдался эксперимент, и по итогу я очистила свой дом от 159 вещей. Я это говорю, и я просто в шоке от этой цифры, потому что когда я только начинала убираться, я не думала, что будет так много, потому что я иногда все-таки периодически что-то расхламляю, что-то убираю, но такое полноценное расхламление принесло мне огромный результат, поэтому я была рада вам показать этот процесс, и также предлагаю оценить это видео, если оно вам пригодилось, было по душе. Я с вами прощаюсь, и до новых встреч!